Привет, с вами Алена, и сегодня у меня для вас вот такой интересный случай. Пришла клиентка, очень просила записаться именно ко мне, сказала, что у нее сложные ногти, и сразу по фото не совсем было понятно, какая же сложность у нее в ногтях, но когда мы сняли, все оказалось более чем прозрачно. В общем, здесь анихолизис и какая-то непонятная беда со средним пальцем. Как она объясняла мне, она говорит то, что у меня, говорит, на среднем и на безымянном пальчике кутикула растет вовнутрь. Ну, точнее, она у нее там просто не прирастает. Ведь, как всем, наверное, уже известно, у нас кутикула несет защитную функцию. Она как раз-таки закрывает ноготь от входа для инфекции, а у нее эта кутикула совершенно не прирастает. И также она говорит, что во время маникюра, где бы ей ни делали, если туда хоть чуть-чуть лезут пушером или фрезой, то у нее потом все воспаляется и даже немного гноится и постоянно краснеет. После того, как я сняла покрытие, я увидела, что на этих пальчиках есть анихолизис, и, конечно же, туда попала грязь. А профессия у нее, кстати говоря, непростая. Она врач-ветеринар, соответственно, часто имеет контакт с животными, а значит и с инфекцией. Она говорит, конечно, перчатки во время работы бывают рвутся. Также приходится много работать с антисептиками, со спиртом, с дезрастворами. В общем, всяких разных у нее взаимодействий с материалами хватает. То есть тут и аллергия имеет место быть, и какие-то, может быть, индивидуальные реакции. А то, что у нее на ногтях вот эти вот кармашки, она говорит, это вообще уже, вроде как пару лет с ней происходит, и мастера ей просто покрывают и, условно говоря, игнорируют. А на вот этих двух пальчиках, получается, средние и безымянные, она просто не разрешает убирать кутикулу, и мне, говорит, там ничего не трогают. Но объективно, если посмотреть на этот пальчик, видно, что есть некоторые воспаления. И тут в районе зачищенного анихолизиса я увидела белое пятнышко. И, честно говоря, мы с ней долго его рассматривали. И в какой-то момент мы подумали, а не гной ли там, потому что пальчик вокруг такой достаточно красный, немножко пузырится, и решили мы с ней взять иголочку, чистую, стерильную, одноразовую, сразу с поправочкой всем говорю. Все протерли, обработали, немножко решили по касательной, сейчас страшное слово скажу, подковырнуть, но это именно так и называется. Ничего не вышло, то есть гноя там нет, и есть просто вспрелая кожа, которая ошибочно показалась нам гнойничком. В общем, все, что смогли, мы оттуда убрали, маленькими кусочками постепенно срезали. У меня в работе кусачки и кюретка обязательно. Вот эта часть в районе синуса вообще показалась нам очень-очень странная. Она говорит, я уже чувствую, что начинается неприятное ощущение, поэтому до конца мы там не дочистили. Все-таки мой девиз это зачищай, но зачищай аккуратно, ровно до тех пор, пока клиент адекватно на это реагирует, то есть чтобы не было никаких болевых ощущений. И, конечно же, не дай бог ничего не расковырять там до крови. Всегда максимально травматично. Лучше мы с ней еще через недельку-другую встретимся, и там уже дочистим и посмотрим, как у нее будет все это дело с ногтями. А здесь же мы видим вот такой вот кармашек. Да, вот видите, кутикула совершенно не прирастает, она не слипается, да, то есть нам даже не нужно будет ее ничем двигать, она совершенно не соединена. И хорошо видно, вот особенно когда я нанесла присыпку, видно, что была то ли травма, то ли она прищемила. Но опять-таки ввиду нестандартной, так скажем, работы, все-таки с животными травмирование вполне может быть, и также могут быть реакции на всякие дезрастворы. В общем, на лицо все-таки дырочка. Есть дырка в ногтевой пластине, это факт. Вот здесь я все еще пытаюсь что-то тихонечко достать, хотя на видео смотрится так, как будто я там просто вообще лопатой рою, но на самом деле это было все аккуратно, просто приходится немного ускорять, потому что движение медленное, чтобы вам было интереснее смотреть. И, конечно, убираем свободный край ржавыми кусачками, это обязательно. Честно, пора их обработать, наверное, в сфере. Кстати говоря, повод задуматься, между прочим. Но они у меня только для подстригания ногтей, и, конечно, они проходят все этапы обработки. Я вас умоляю, не надо кидаться помидорами, пожалуйста. Все стерилизуем как положено. Дальше у меня в работу пошли уже и пряморежущие, и кутикульные кусачки. Вот здесь тоже зачищали анихолизис, и тут вот эти старые ткани уходят достаточно глубоко, то есть прям там тоже такой кармашек. Получилась ямка. Я надеюсь, что это тоже хорошо
видно вот эти вот 2 пальца у нее, которые она обычно вообще не дает никак обрабатывать. И, слава богу, я смогла до нее донести информацию, и мы договорились на то, что она не будет делать покрытие, то, что мы сейчас зачистим, посмотрим, как это все будет происходить. Но забавная ситуация произошла, кстати говоря, когда мы ей обрабатывали ногти, рядом сидела клиентка, которая работала всю жизнь в медицине, сейчас она уже на пенсии, она, посмотрев в нашу сторону, просто сказала: так это все просто, надо выдрать ногти, и все будет нормально, у вас грибок. То есть, ребят, сразу говорю, она диагноз грибок на глаз не ставится, ну никак, просто ну такого не может быть. Вот, поэтому я свою клиентку тоже отправила, я говорю, вам бы сдать анализ все-таки, так скажем, исключите, если есть инфекция, то узнать бы какая, а не просто так лечиться. Вот, а вашему вниманию я представляю исходные ногти до, вот такое у нас было до, то есть видно, да, что ноготочек не в лучшем виде. И сейчас наши пальчики зачищены, зачищала очень аккуратно, не глубоко, и вот на других ногтях тоже есть у нас анихолизис, но пока вот такой вот итоговый результат, поэтому пишите комментарии, кто что думает, может быть у кого-то было что-то похожее, мне интересно обсудить. Пока-пока, с вами была Алена.